Всем привет! Как вы уже знаете, китайцы очень сильно продвинулись не только в автопроме, включая электрический транспорт, но и в производстве мотоциклов. В сегодняшнем выпуске представлены самые крутые новинки, которые будут продаваться в 2024 году. Покупать их вас никто не заставляет, но взглянуть, я думаю, стоит. Открывает выпуск невероятный круизер Benda LFC 700. Этот мотоцикл имеет длинный низкий дизайн в стиле Дьявол от Ducati, который дополняется широким 310 мм задним колесом, и при этом он оснащается нетипичным двигателем. Это 680-кубовая рядная четверка, которая была скопирована с мотоцикла Honda CB650 с последующим увеличением объема. Силовая установка выдает 93 лошадиные силы максимальной мощности на 11 тысячах оборотов в минуту и 63 ньютон-метра крутящего момента на 8,5 тысячах, при этом выдавая совсем нетипичный звук для круизера. Мотоцикл может похвастать полностью легкосплавным шасси, благодаря которому сухой вес всего 215 кг. Цена в Китае около $7000. В России мотоциклы Benda уже официально представлены, однако ценник на LFC 700 пока не объявлен. Но на просторах интернета вылетают предложения стоимостью в 1 миллион рублей. QG Motor SRK 1000 RC. Китайская компания QG Motor объединилась с MV Agusta и выкатила свой самый серьезный спортбайк, который имеет весьма спорную внешность, в отличие от модели итальянцев, которые не дали китайцам свой мощнейший 205-сильный двигатель от Brutal 1000. Вместо него на SRK 1000 RC стоит 921-кубовая четверка. Она выдает весьма скромные 127 лошадиных сил и 95 ньютон-метров крутящего момента. Также у мотоцикла будет подвеска Marzocchi, которая теперь выпускается в Китае. Снаряженная масса спортбайка составляет 215 кг. Цена пока не объявлена. Невероятно стильный бобер Benda Napoleon 450. Этот мотоцикл привлекает к себе внимание толстыми колесами на золотых дисках и массивными кожухами, которые закрывают обычные перья вилки. С правой стороны установлена пара мощных глушителей. Также в глаза бросается и цельный руль интересной формы. Сердцем новинки стал 488-кубовый V-Twin жидкостного охлаждения, который выдает 50 лошадиных сил и 45 ньютон-метров крутящего момента. Снаряженная масса мотоцикла 196 кг. Бак вмещает 16 литров топлива. После появления на рынках Benda Napoleon Bob 500 станет интересным и прямым конкурентом Rebel 500, особенно если цена станет заметно ниже. Benda LFS 700. Появление этого некеда в Китае по цене в $5500 сильно всех шокировало, включая и самих китайцев, которые после дебюта быстро кинулись скупать этот мотоцикл. Новая модель компании абсолютно не похожа ни на какую модель мотоциклов японского или европейского производителя. Benda сделала ставку на футуристический дизайн. Помимо смешной цены для китайского рынка, еще одним важным фактором успеха продаж LFS 700 стал его двигатель с японскими корнями, который перекочевал сюда от крузера LFC 700. Заявленная снаряженная масса мотоцикла составляет 218 кг, что на 17 кг меньше, чем у LFC. Хотя эта разница была бы куда больше, если бы в LFS 700 также использовалось полностью легкосплавное шасси. Однако китайцы решили удешевить модель, и ее рама состоит как из легкосплавных, так и стальных трубчатых элементов. Задний маятник легкосплавный, на мотоцикле используются качественные комплектующие. Подвеска, как и на круизере, состоит из элементов Каяба. В России этот мотоцикл не представлен.
Gakин Tor GK1000, он же MBP C1002V. О нем также выпуск выходил ранее, ссылка будет в описании. Продажи мотоцикла стартовали в Китае с отметки около $8000. Tor GK1000 оснащается 997-кубовым V-твинным жидкостным охлаждением. Развал цилиндров необычный 80 градусов. Максимальная мощность составляет 90 лошадиных сил на 7200 оборотов в минуту, а крутящий момент 95 ньютон-метров на 6000. Производитель заявляет, что Tor способен разогнаться до 200 км в час, а его средний аппетит всего 5,2 литра на 100 км. Благодаря легкосплавной раме и маятнику при баке в 22 литра сниженная масса мотоцикла составляет всего 269 кг. Цена в России 1 миллион 100 тысяч рублей. Еще одна интересная моделька от Bend это Duck Flag 500. Главная особенность этого крузера не только интересный дизайн, но и весьма редкий двигатель в этом классе. Duck Flag оснащается 496-кубовым V4 жидкостного охлаждения, который выдает 56 лошадиных сил и 42 ньютон-метра крутящего момента, что не так уж и много, учитывая снаряженную массу крузеров 241 кг. Средний заявленный расход топлива 4 литра на 100 км. Бак вмещает 16 литров топлива. Цена в Китае 33 800 юаней. Это $4700. Интересный ретро-классик Brixton Cromwell 1200. Он выглядит по-британски, но был задуман в Австрии, а построен и вовсе в Китае компанией Gakин. Поэтому второе его название GK1200X. Когда мотоцикл был впервые представлен, то даже не скрывалось, что Cromwell 1200 является точной копией Triumph Bonneville T120. Мотоцикл оснащается рядной двойкой жидкостного охлаждения объемом 1222 кубических сантиметра, которая по архитектуре и заявленным характеристикам очень близка к двигателю Bonnie объемом 1198 кубических сантиметров. Заявленные показатели производительности двигателя Cromwell очень схожи с настоящим британцем. T120 выдает 80 лошадиных сил, в то время как пиковая мощность Brixton немного выше и составляет 83 лошадиные силы. Причем достигается она одинаково и там на 6550 оборотов в минуту. Крутящий момент также на Cromwell выше 108 ньютон-метров и достигается раньше на 3100 оборотов в минуту, против 105 ньютон-метров на 3500 у Triumph. Даже степень сжатия у них одинаковая 10 к 1. Разгон до 100 Brixton не указал, однако все остальное почти под копирку, как у T120, который, кстати, до 100 разгоняется за 3,8 секунды. В снаряженном состоянии Cromwell получился на 1 кг легче британца и весит 235 кг. Заявленная максимальная скорость чуть меньше 198 км в час против 210 у T120. Средний расход топлива такой же 4,6 литра на 100 км. Однако бак Cromwell больше и вмещает 16 литров против 14,5 у британца. Цена в России 1 миллион 90 тысяч рублей. CF-Moto NK800. Это главный конкурент новых японцев в лице Honda CB750 Hornet и Suzuki GSX-8S. Его сердцем является двигатель от KTM 790 Duke. В этом варианте рядная 799-кубовая двойка жидкостного охлаждения, согласно китайскому официальному сайту, выдает 100 лошадиных сил и 81 ньютон-метр крутящего момента, что превосходит как Hornet с мощностью 90 лошадиных сил,
так и GSX-8S, у которого 82 лошадиные силы. Средний заявленный расход топлива из других источников составляет 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 15 литров. Максимальная скорость около 200 км в час. Снаряженная масса 800 НК составляет 186 кг. Минимальная цена в Китае 47 тысяч юаней, это примерно 6650 баксов. Топовая версия стоит $7000. У нас эта модель стоит минимум 1 миллион рублей. Недавно представленный флагманский спортбайк компании SafeMoto 450 SR оснащается новой рядной 449-кубовой двойкой с коленвалом 270 градусов и жидкостным охлаждением, который выдает 50 лошадиных сил и 39 ньютон-метров крутящего момента. В снаряженном состоянии 450 SR весит 168 кг. Производитель заявляет об ускорении до 100 менее чем за 5 секунд. Максимальная скорость около 200 км в час. Объем бака 14 литров. Средний заявленный расход топлива 4,6 литра на 100 км. В Китае за SafeMoto 450 SR просят минимум 32 600 юаней. Это $4600. Версия S стоит около 5000 баксов. У нас официальная цена 650 тысяч рублей. Флагманский туристический эндуро, который быстро набирает популярность, SafeMoto 800 MT Touring. Он оснащается тем же двигателем, что и NK800. В этом варианте рядная 799-кубовая двойка от КТМ выдает 95 лошадиных сил и 75 ньютон-метров крутящего момента. Средний заявленный расход топлива составляет 5,5 литров на 100 км. Бак вмещает 19 литров. Снаряженная масса 231 кг. Минимальная цена в Китае 58 700 юаней, это $8300. Топовая версия стоит 70 тысяч юаней, или около 10 тысяч баксов. А в России за него просят 1 200 000 рублей. Топовая версия Explorer стоит уже 1 400 000 рублей.